Итак, друзья мои, всем здравствуйте, всем привет. С вами, как всегда, я, Леха, мы Никита Радон. Вы находитесь на канале Hard Hamas. У нас четвертая, да, уже получается серия Ведьмака. Просто нон-стопом мы его абсолютно будем, скорее всего, проходить на канале Твича. Ссылка внизу в описании. А вы подписывайтесь, чай, кофе, плюшки, ватрушки. Все, а я погнал на Грифона. Сейчас как быкану на него, сейчас как выйду с ним один на один. Ага. Так, воспользуемся быстрым переходом, дабы не терять время. Портнемся к травнице. Здесь, кстати, рядышком лесопилочка. Или пятая. Да, пятая, наверное, уже серия. Меня поправляют люди. А я серии не считаю. Мне интересно, ребят, с вами. Я поэтому с вами прям сижу тут. Вот с такими вот глазами вот в игру играю. Так. Дом травницы. Тук-тук, мазерфакер. Ты кто такой? Ведьмаки поганые. Прям быканул, что ли? А? Ты че, я не пойму? Эй, ты! Че, я не пойму? Истеричка. Сейчас там пукнешь. Я не мешаю? Наоборот. Передай-ка мне двоегрот. Это такой... красный цветок. Ну-ну. Вижу, что говорю со знатоком. Это сильно сказано, но кое-что я в травах понимаю. Например, что двоегрот ядовит. В больших дозах. В маленьких он притупляет боль и вызывает приятные сны. Сюда мне можно, пожалуйста? Тут Это все, что я могу для нее сделать. Здесь в округе растет крушина. Угу. На дне реки, где русло шире всего. Одни Но ты реки. же знаешь, что если ее вынуть из воды... То будет вонять хуже падали. Я на это и рассчитываю. Я охочусь на Грифона. Крушина мне нужна для приманки. Я вот думаю. Пару лет назад под мостом завелись утопцы. Всей деревне пришлось сбрасываться, чтобы хватило на ведьмака. Утопцы? Так у кого же здесь хватило денег, чтобы заплатить за Грифона? У капитана Петера Сара... как-то там еще. А, приятно знать, что черный от всего На сердца Модеста заботится о нашем похоже благе. вот это. Не думаю, чтобы ваши дела волновали императора Имгыра. А капитана, пожалуй, что волнуют. Он порядочный малый. В войске нет порядочных людей. Есть только приказы. Ты же не здешняя, так? Много в тебе горя. Слишком много для того, кто провел всю жизнь в хате на краю света. Верно. А Я ты всех куда-то осудил. спешишь. Иначе не делал бы приманки, а подождал бы, пока Грифон снова ударит. Чувствую, у нас бы вышел интересный разговор. Может, в следующий раз. Может, еще снять? Да? Это Грифон ее подрал? Лину? Да. Напал, когда нашла ночью через лес. Жестко. Ночью через лес? В военное время? На свидание бежала. Молодые известны из-за любви на любую глупость готовы. Санька, спасибо за гифты. Раны затягиваются, но Спасибо она за все равно сапки. умрет. Кровь у нее под черепом собирается. С этим мои эликсиры ничего не сделают. Спасибо, мужик. Ну, давай поможем, может, ей. Девочку жалко, ребят. Давай поможем. Я мог бы попробовать ей помочь. Ласточка лечит внутренние кровотечения. Но Ведьмачьи эликсиры не годятся для людей. она все равно умрет. Да, тихой смертью под действием твоих сонных трав. А если я дам ей ласточку, и что-то пойдет не так, вся деревня будет слышать ее вой. Понимаю. Делай, как знаешь. Послушай, ты не знаешь, жила здесь поблизости какая-нибудь Клара? Знаю, знаю. И это еще мягко сказано.
Клара была моей подругой, единственным близким мне человеком во всем Белом Надо Саду. помочь А девочке. потом ее муж Волькер не поделил что-то с помещиком. Потом собрал всю семью и отправился в лес строить новый хутор. Помещик приехал туда со всей свитой, чтобы убедить их вернуться. Хотели по-хорошему, но ты сам видел. Кажется, Клара сказала что-то про сына помещика Флориана. Да такое, что он прямо взбесился. А вот правда ли это? Многовато тут несчастья на такую маленькую деревню. В каждой деревне все одинаково, хоть бы и в самой маленькой. Стоит только поспрашивать. Ну, чтобы не заканчивать разговор на грустном, вот, возьми себе на радость. Так, на смертном одре приготовить эликсир ласточка. Я, конечно, вот у меня всегда с алхимией во всех играх проблемно, братцы. Прям проблемно. Ласточкина трава нужна. А где же тебя, мать, найти-то? Знать бы, как выглядит ласточкина трава. Не, ну я думаю, что я здесь ее искать буду долго. Ну, по идее, если она барыжит, может быть, реально что-то у нее есть. Давай попробуем. Может. Давай у нее возьмем, хрен с ним. Я не знаю, дорого будет или недорого. У тебя есть какие-нибудь травы на Я продажу? не думаю, что Кое-что они найдется. дорого будут стоить. Как там, ласточкина трава? Ну, я даже вот, я сразу понял. По 5 рублей 4 штучки нам нужно. 20 монет. Дорого, братцы, дорого. Будь здорова. Дорого. Дорого. Так, хорошо. Что-то у меня сразу палец прям навелся на этот. Ну, ладно, я надеюсь, эта доброта к нам вернется. Мозг утопца. Вот, кстати, не зря мы утопцев убивали. Опа. Да? У меня есть эликсир для Лины. Ласточка. Вестник весны и символ возрождения. Подходящее название. Увидим. Как я говорил, он может ей навредить. Очень сильно. На меня он действует сразу, но у меня обмен веществ быстрее. У нее эффект проявится через пару дней. Так что ты решил-то? Лучше попытаться, чем сидеть сложа руки. Нравишься ты мне, ведьмак. Вот, возьми маленький подарочек. За то, что тебе не все равно. Да ладно, женщина, ну что ты? Ой, мне вот эти вот подарочки, мне вот это нравится. Всякие вот эти подарочки вот эти. Так, где мой конь? Короче, надо, если увидим ласточкину траву, надо собирать. Шевелись, плотва. Желтенькие листочки, короче, если увидите. Это не то. Шевелись, плотва. Так. Спросить охотника. Здесь что туда бежать, что туда, в принципе. Давай к воде, наверное, щеманем. Ты иди же, посади же одуванчики. Но! Эй, на коне сейчас как... Прокатило. Ну чё, поплыли. Так, ну что, давайте попробуем поискать. Ух ты, сколько дерьма на дне оказывается. Слушай, а вот она светится.
Плывет он так бодро. Коняшку мне сюда. Ну и погнали уже к охотнику. А не вот это ли вот Жди, ласточка? плотва. Пытается как солдат Лепестки давно. чего? Белого мирта. Все подряд собирать. Где-нибудь что-нибудь да пригодится. О! О! Короче, маленькие, желтенькие такие хернюшки. Во! Во! Красиво. Сейчас. Короче, желтенькие и маленькие. Запомнили? Больше нигде не растет. Нет, это одуванчики. Одуванчики это прям здоровые такие, знаешь. Одуванчики, да, это немножко другое. А там прям такие желтенькие, как такие, как точечки такие. Овцы все сожрали. Собачья петрушка какая-то. У крестьян, наверное, не будем уж отжимать. Ты чего? Давай. Так, ну, по крайней мере, мы теперь знаем, как Ласточкина. Отдохни. Стопудово вот это оно. Да? Есть кто? Наверное, на охоту ушел. Саня, я прочитаю обязательно, ребят. Я прочитаю все донаты, как обычно, после этого. Санька, спасибо, ребят. Спасибо вам за сабы подаренные всем. Спасибо за поддержку. Спасибо. Спасибо, братва. Следы свежие. Мыслов только что вышел. Мыслов. Сейчас мы его по IP вычислим. Сейчас чувствую, мы по лесу доходимся. О, Ты Мыслов. Слышишь? слышишь? Волки? Хотя нет. Дикие собаки. Да. Они опаснее волков. Лорд, спасибо. Спасибо, ребята. Я собираюсь на охоту. Спасибо за сапки. Где ты нашел нильфгаарцев, которых убил Грифон? Спасибо. А, понял. Вы ведьмак, убийца чудовищ. Это о вас в деревне говорят? Ага. Я вам покажу дорогу, конечно, но собак надо перебить, пока они ни на кого не напали. Поможете? Если вам не жаль тупить об них серебряные мечи, стало быть. Почему, типа... Почему бы и нет? Грифон не убежит. Почему именно А вот серебряный меч от собаки собак? могут. Так что ступайте осторожнее. Давно у вас неприятности с этими псами? С начала войны. Как солдаты через деревню идут, бабу изнасилуют да задушат. Мужика убьют для забавы, корову на мясо. А дур... Ёпта, что-то вас не многовато ли вас тут, Сарня. Чё по дамагу, пацаны? Кстати, вот сейчас ошеломление прошло. Уже на кого-то напали. Все, че не все? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Кого-то сожрали уже. Ножку обглодали, глазик высосали. Это за шо, а? Ай-яй-яй-яй-яй. Ёлки-палки, а. Все, да. Пал.
Дитер. Знаешь его? Мы вместе Помянем. служили у помещика. Там, где сейчас войско стоит. Он был конюшем, а я охотником при барине. Это было до того... Давно это было. Не жаль. Надеюсь, он тебе не друг. Нет, вовсе нет. Так что, покажешь, где нашел нильфгаарцев? Ты знаешь что-нибудь об этом грифоне? Немного. Это зверь не для меня. Зато ты для него в самый раз. Хоть бы поэтому полюбил. Говорит, это, говорит, зверь не до меня. Но зато он, говорит, будет очень рад тобой полакомиться. Слушайте, с едой у нас просадки. Я по лесу тихо хожу, так что даже грифон не приметит. Жаль, нельзя похоронить Сагуль. Левел, да, кстати, неплохо дали за задание. Прям вообще бодро. Блин, нафиг сюда эти пошли. Ого! Здесь прям рубилово было вообще конкретное. Это здесь. Один лежал там, у пенька, без головы. Второй висел на ветке, кишки у него свисали аж до... Берегите себя. Я справлюсь. Это не первый грифон, с которым я имею дело. И, вероятно, не последний. Что вообще прям Хорошо, здесь если заруба так. была вообще какая-то лютая. Или просто кого-то разорвали на тряпки. Будьте здоровы. Тебе, отец, не хворать. Нильфгаарцы здесь что-то отмечали. Но грифон их прервал. А, он это... Они бухали, короче, он на них напал. Лагерь? Земля черная от запекшейся крови. Просто, видать, на них сверху налетел и все, и... На ноль их поделил. Поэтому вот и говорю, не надо бухать. Или я слепой? Или где? Там чухается. Что-нибудь на деревьях кто-нибудь висит. Сань, спасибо. Братцы, не вижу. Бегаю по кругу и не вижу. Осмотреть место смерти, используя ведьмачье чутье. Вот я прям ведьмачьим чутьем. Все здесь прям... вижу. Это следы давнишние, они глубже. Солдаты в доспехах, наверное, нильфгаарцы. О. 27. Такое одобряем. Ну, логично. Грифон их, наверное, просто затащил там куда-нибудь на самую эту. Гнездо грифона, точнее то, что от него осталось. Тело пролежало несколько недель. Он был еще жив, когда грифон его сюда принес. И долго умирал. Кости. Коровьи, собачьи, человеческие. Останки за несколько месяцев. Охренеть. Сожгли. Это мог сделать только человек.
Здесь уже они не пригодятся. Самка. Личинки в ранах уже вылупились. Значит, она мертва по крайней мере неделю. Выходит, второй грифон-самец. Глубокие колотые раны по всему телу. А на когтях и клюве ни следа крови. Она не защищалась. Должно быть, ее застали врасплох, пока она спала. Края клюва стерты, в подшерстке седые волосы. Ей было лет 10-12. Огромная, Грифоны да? находят пару в молодости. Значит, самец примерно того же возраста. Жесткая кость, густое оперение, королевский грифон. Это объясняет, почему самец, которого я встретил, был так агрессивен. Сперва он напал на нильфгаарцев здесь, в лесу, а потом начал рыскать по всей округе. Я сделал все, что мог. Пора возвращаться к весне. Короче, вы, как всегда, правы. Люди сами. Ого. Люди, ребята, сами себе нашли просто такие, мать его, приключения. То есть они просто самку минусанули. Ну, а самец не заставил себя особо долго ждать. И теперь очень злой. Он летает и кошмарит все округу. Он, в принципе, кошмарит. Ну давай, нормально сейчас пойдет. Давай, нормально. Опа! Смотри сейчас. Нормально. В принципе, ничего нового, да. Люди, ну, просто вот как всегда. Сань, спасибо огромное. Спасибо вам, мужики. Мир, мур, мяу. Спасибо тоже за сапку. Вы прям в истории канала останетесь, потому что я вас прям на видосе сказал. Прям история какая-то получается. По другую сторону реки, оно чье? У леса-то? Вот. Да? Что такое? У меня две новости, хорошая и плохая. Хорошая в том, что капитан Нильфгаардского лагеря знает, где искать Йеннифер. А плохая, мы должны убить для него Грифона. Чего еще он мог попросить взамен у двоих ведьмаков? Ну рассказывай, что ты узнал. Грифон бросил логово, так что придется делать приманку. Ну как успехи? Я кое-что разузнал. Это самец. У него было гнездо в Лисьем Бару. Нильфгаардцы сожгли гнездо, убили самку, разбили яйца. И решили, что дело сделано. Нассали в гнездо, разбили Вечно яйца, одно и ясно. то же. Нет, чтоб сразу Всё как послать обычно. за профессионалом. Все делают по-своему, а выходит только хуже. Крушину я нашел. В самый раз. Пахнет сильно. Скорее уж смердит. Смотри, какой нежный нашелся. Гнилое мясо, гной, мочевина. Обычные запахи деревни. Помнишь, как мы в Тритогоре на помойке охотились на Ригера? Ты потом полдня в бане отскребался. Так, Забудешь тут. R Как первая встретимся, буква. ты это всякий раз вспоминаешь. Ну, R. хорошо, все готово. Руслан. Дай только знать и примемся за работу. Ну, пойдемте сразу. Больше ждать смысла нет. Щас. Пойдем посмотрим, где можно Сейчас поставить на изи ловушку. минусанем. Я уже присмотрел одно место. По ту сторону речки есть такие поля и рощица. Места много, и мешаться никто не будет. Значит, там мы увидимся. Приготовьте эликсир Гром. Эликсир Гром. Найс. И где мне бутылку взять? Вот где мне вишневую наливку на спирту? Вот скажите мне. Я так чувствую,
если по идее это какая-то наливка, выпивка или еще что-то, это стопудовая таверна. Прям к бабке не ходи. Че она не скипается? А, типа на гром надо навести. А. И все есть. Все. Чтобы выбрать рюкзак, используйте page up, page down. У вас есть возможность использовать его, следует подготовить. Типа... Окей. Теперь можно использовать этот эликсир. Окей. Why? Чё? Встретиться с всем миром. Погнали, чё? Сейчас на изи сольем его. У нас мечи, ребят, с вами есть, все есть, в принципе. Там я думаю, что сейчас он упадет сразу, этот грифон этот. Я думаю, что сейчас он отлетит просто. Он изи, ребят, я уверен. Мы хоть и на максимальном уровне, как говорится, сложности. Кстати, мне кто-то писал в настройках, Лех, типа, все так просто, не меняешь ли ты уровень сложности, ребят. На смерть у меня всегда стоит. Теперь помедленнее. Так. Вообще, легчайший абсолютно сейчас будет грифон. Речка, золотая Нива, очаровательное место. В самый раз для засады. Я бы другого не выбрал. Ну так как? Ты готов? Конечно. Начинаем. Ветер сейчас Легчайший. хороший. Разнесет запах приманки на всю округу. Теперь остается только ждать. О, пойдем-ка в тенек между березами. Слушай, а что ты будешь делать, когда мы найдем Йеннифер? У тебя есть какой-нибудь контракт на примете? Нет, я еду в Каэр Морхен. Рановато для зимовки. Да, до снега еще далеко. И это меня беспокоит. Похоже, на востоке Нильфгард уже перешел Понтер. Значит, они в неделе пути от Каэр Морхена. Если они попадут в долину прежде, чем снег закроет перевалы, надо уничтожить все следы. Спрятать наши тропинки. А что до зимовки? Ты приедешь в этом году? Может быть. И, возможно, не один. Слышишь? Он где-то рядом. Пойдем поздороваемся. Погоди. Возьми-ка. Арбалет? Выиграл его в карты, пока тебя дожидался. Я что-то Вдруг передумал. пригодится. Ну его нахер. Ну вот, пожалуйста. Мне с ребятами читал морали. А сам-то игрок. Ну хватит разговоров. Надо грифоном заниматься. Чем же мне его долбить? Я аж потерялся, погоди. Тормози, тормози, тормози. Сейчас ударю. Нихера себе! Ух ты, ударил. Да понять бы, как он бьет. Приземлился. Ёпта! Я тебя понял. На нахер. Найс урон, пацаны.
Арбалет мне нравится. Да ну тебя нахер. Хорошо. Старый там вообще просто вакует. Ля, тварь. Покончим с этим. Лошадь не трогай, падла. Быстрый. Спокойно. А я его еще и заразил, что ли? Ля, там заражение какое у меча. Ёпте. Ого. Что, родной, психанул, что ли, я не пойму. Я тебя понял. Успел улететь. Не упускай его. Прицел 120. Ля, тварь, улетел, что ли? Орёшь ты так. Ля, тварь. Сюда идем. Я тебя понял. Все. Тормози, тормози, родной. Ёпта, лаги. Так, аимбот в деле. Скилл, мать твою, на пределе. Ха-ха-ха-ха. Попався? Дурачок. Все, да. Все, да. Что, с первого раза королевский грифон, да? Все, да. Опа. Все, да, девочка. Горим. Я тебя понял. Спокойно, спокойно. Ой, извини, родной. Тушим, тушим, тушим. На! Ой, лаги. Ой-ой. На нахер. Ну это лайк определенно. Тут просто тут вак-машина пожилая в деле. На! С первого раза просто грифончик отлетел. С первого раза. Неплохо, неплохо. Но еще есть над чем поработать. Человек Ты видел, нет? учится. Просто Только не вак-мачин ведьмак. пошел. Иначе жизнь его очень коротка. Но об этом позже. Птичку Отнеси жалко. башку Грифона черным, а я приготовлю Читер. лошадей. Ясно. Увидимся в корчме. А, он типа башку возьмет как этот, как трофей. Перья Грифона. А, реально, башка Грифона, прикинь. Ну, типа трофей, все дела. Слушай, там отравление, да, какое-то зашло. Я не понял, у какого меча там такое было отравление. Но я так понял, вот у этого, у стального. Я не знаю просто, каким мы Грифона били. Ну там, короче, такое одно отравление влетело. Там по 400 дамаг. По 400, Карл. Там дамаг просто безумный. Кстати, а что эта башка дает? Кто шарит? Модификатор шанса отрубить конечность. Ну, по крайней мере, красиво будет. Шевелись, плотва. Ну, пойдем, давай, что ты? Слушай, ну это было круто. Даже самому понравилось. Это было прям круто. Все,
Все, сейчас сдаем квест, в принципе. Я думаю, что да, серебряным, наверное, мы его убили. Наверное. Настоящий ведьмак. Мать мне не поверит. Так, ты давай не отвлекайся. Всего 2 суток отжимаетесь. Давайте посерьезнее относимся. Так, а пожалуйста, отчет мне. С командиром. Так точно. Давайте здесь, ребята, давайте, чтобы это не халявничать. Я приду, проверю. Но. Видишь? Много работы нас тут ждет. Дай дорогу. Что это такое, вашу мать? Жито. Ты меня за слепого держишь или за глупого? Зерно с плесенью. Я не знал. Значит, за глупого. Мне кажется, сейчас Дьявол, кто-то когда на же рее научишься? будет болтаться. Военный кодекс. Параграф 2. Раздел 3. За поставку испорченных товаров 15 ударов кнутом. Выполнять! Ну, почти угадал. Ради богов. Все, ГГ. Next выиграешь. Чего? Чего? Извинись, я убил Грифона. Я выполнил уговор, теперь твоя очередь. Куда поехала Йеннифер? В Изиму. Значит, все это время она была в одном дне пути отсюда. Мог бы мне об этом сказать. А кто бы тогда Ох, Грифона убил? Но тогда ты не убил бы Грифона. Сука. Ты мне, я тебе. Стой! Мы еще не закончили разговор. На, возьми вот золото, чтобы не О. чувствовал себя в убытке. Диалоги, ограниченные по времени настройки, некоторые диалоги могут требовать быстрого ответа. Нет, я от него возьму деньги, извините. Это не какой-то бедолага, это военачальник. Это чувак, типа, который... у него есть бабло. Это не какая-то там бедная деревня. Я бы взял. Тем более у нас сейчас бабок вообще нет. Типа, я лучше там с бабульки какой-нибудь не возьму. Я так понимаю, кому-то там выписывают, да? Кого-то там кошмарят. Так, и у нас с вами, ребятки, 3-й левел. А 3-й левел это значит, что слота, к сожалению, нового нет. Хотелось бы заметить. Ну, ничего страшного. Кстати, интересно, почему слота нового нет? На 6-м уровне, на 8-м, на 10-м. На 4-м. На 4-м, короче. Ну, я не знаю, ребят. Я бы на самом деле... Нас, ну, мы очень хорошо стоим, у нас пассивки. Так что... Как-то так. О, паркур! Средневековый паркур, здравствуйте. Ну и, пожалуй, на этом мы сохранимся. Дорогие друзья, спасибо вам огромное за просмотр. Напомню всем, что стримы идут каждый божий день на канале Твича. Ссылки все внизу в описании. На оповещалку, на говорилку, на мою личную страницу ВКонтакте. Вообще на все. А на канале Ютуба, на Hard Games теперь будут стримы по Counter-Strike. Я знаю, что вы очень скучали, меня просили, прям умоляли. Говорят, пожалуйста, пожалуйста, Леха, делай их. И очень скоро начнутся опять фан-стримы. Между прочим, на один из них вы уже можете подписаться на оповещалку Hard Play канал. Доброй ночи, хорошей вам учебной рабочей недели. Храни вас Бог, ребят, чтобы все у вас было хорошо. Я погнал. Ну что, посмотрел видос? Посмотрел. И лайк поставил. И на канал ты подписался. Красава, удачи, братан. Встретимся в следующем видеоролике.